Привет, друзья! Это канал JD Hoops, меня зовут Владимир Куншин, и сегодня я хочу показать вам Adidas Harden Step Back 2. Погнали! И пока мы ждем Harden Volume 5, пятые номерные кроссовки Джеймса Хардена, познакомимся с его бюджетной моделью Adidas Harden Step Back 2. Итак, друзья, вот они красавцы. Это Adidas Harden Step Back 2 с промежуточной подошвой Bounce. Пена Bounce, тут никаких неожиданностей. Кроссовки стоят значительно дешевле основной линейки. Вот именно эта модель в Америке стоит 80 баксов. А у нас она стоит 7999 рублей. Да, друзья, Adidas окончательно приблизил курс доллара к рублю, что доллар стоит 100 рублей. Помянем. Что это значит для нас, друзья? Что, скорее всего, Harden Volume 5 будут стоить 13 тысяч рублей. Но вернемся к Step Back 2. По первым ощущениям, промежуточной подошвы Bounce хватает с лихвой. Она приятная, пружинистая и ведет себя довольно-таки отзывчиво, что мне очень понравилось. Я боялся, что после Lightstrike Bounce покажется каким-то твердым железом, но все оказалось наоборот, вполне себе работающая пена. Что хочется сразу добавить, что кроссовки сидят очень плотно. Я ношу 11 US, это 44 российский размер у Adidas, и всегда я беру именно 11 US, чтобы сказать вам, мало меряют кроссовки, больше меряют или идут в размер. Именно эта модель Adidas Harden Step Back 2 слегка мало меряет. Они сидят очень плотно и в носке мне немножко давило, что говорит нам о том, что нужно брать на размер больше, особенно если вы носите толстые баскетбольные носки. Добавлю, друзья, что Harden Step Back 2 сидят плотно также и сверху и с боков, так что если у вас высокий подъем или широкая стопа, обязательно на размер больше. Step Back 2, несмотря на визуальную такую легкость и отсутствие каких-то нагромождений, не легкие, у них стандартный вес для 11 размера, для 44 российского размера 460 грамм. Для сравнения, новинки Rose 11 в 11 US 458 грамм и DM7 тоже в 11 вес 469 грамм. То есть Harden Step Back 2, несмотря на свою высоту, такую среднюю полунизкую высоту, все же весят, например, точно так же, как высокий Rose 11. Видимо, все-таки пена Bounce довольно-таки тяжелая, она тяжелее, чем Lightstrike. Верх Harden Step Back 2 чуть ли не полностью выполнен из текстиля, и несмотря на обилие вот этих маленьких отверстий, они не просвечиваются изнутри, что говорит нам о том, что ждать хорошую вентиляцию от Step Back 2 не стоит. Также на Step Back 2 у нас есть вот такие синтетические накладки с обеих сторон, которые еще сверху закрываются вот такой пластиковой чашкой снаружи. Шнуруются Step Back 2 на 5 отверстий, нижние 2 это вот такие ленты, которые уходят до основания кроссовка. Как по мне, это плюс, будет поддержка стопы в этом месте, и хорошо, что они расположены так низко, не будет болтаться нога в районе носка. Далее мы шнуруем через два вот таких люверса, которые вот в такой вот накладочке бирюзового цвета. Сама накладка также по диагонали уходит до основания, что тоже замечательно. То есть таким образом мы лентами схватываем нашу стопу здесь, люверсами мы схватываем ее здесь. И последнее отверстие это тоже лента, это верхний слой, который пришит к основанию. И мы закрываем нашу вот пятку, наш ахилл последней лентой. Казалось бы, всего 5 отверстий, но их расположение очень хорошее, как по мне. И, так скажем, вот эти слои, вот эти накладки, получается такой пирог. Пятку нашу держит вот такая синяя накладочка снаружи и зашитая чашка внутри, классическая. И таким образом получается усиленная вот такая чашечка. Но это классика уже.
Но что особенно порадовало, это довольно-таки узкая пятка, узкое место вот под ахилл. Потому что я считаю, что вот это место, оно со временем будет разнашиваться, будет расширяться. Но изначально, когда оно такое узкое, оно помогает держать вашу пятку внутри кроссовка. Подушек под ахилл Harden Step Back 2 нет. Сейчас Adidas любит напихать очень много таких маленьких подушечек. Но здесь просто классическая большая подушка под ахилл, чтобы пятка не елозила и не выпрыгивала из кроссовка. Бонусом к удержанию к нашей ноги это язычок полусапожком. Таким образом, полусапожок довольно-таки тоже плотный. В общем, это тоже уже классика использования нестандартного язычка, вот этого полусапожка. Так, стелька. Стелька здесь довольно-таки плотная. Точно такая же, как в Harden Step Back 1, если вы знаете. Она, конечно, быстро выдохнется, но на первое время она добавит хорошей такой мягкости и хорошей такой упругости. Но, на мой взгляд, вот такую стельку Adidas должен вкладывать во все кроссовки, а не только в бюджетки. Зашит кроссовок мягким материалом внутри, то есть промежуточная подошва зашита не твердым материалом, не твердым слоем, что тоже добавляет мягкости. И уже точно можно сказать, что Harden Step Back 2 мягче, чем Harden Step Back 1, которые тоже использовали Bounce. Подошва Harden Step Back 2 повторяет этот дизайн, заложенный уже давно в эту линейку, математический такой геометрический дизайн. Он же похож на дизайн, например, подошвы Volume 4, да, четвертых номерных. И он вообще практически идентичен грядущей Volume 5 в подошве. То есть этот узор используется как на бюджетной версии, так и на номерной. Честно говоря, я наслышан, что люди жалуются на вот этот узор на подошву Volume 4, которая якобы скользит. Но я провел год в Harden Volume 4 в четверках, и никаких проблем практически не было. Единственное, мое замечание всегда именно к этому узору, это вот эти больные места. То есть в этих местах, когда начинает стираться подошва, из-за того, что здесь довольно-таки мало всяких линий, и они не глубокие, эти места действительно быстро стачиваются, и тогда уже начинается скольжение. Но из коробки у меня не было никаких проблем с четверками, и с этими кроссовками проблем тоже быть не должно. Эта расцветка пятерок называется Creator, ну поэтому также назовем ее и у Harden Step Back 2. Creator это создатель. Сейчас всех спортсменов Adidas называет именно креативщиками, создателями, а не спортсменами. Ну и в дизайне это отражается. Можно сказать, что Harden Volume 5 и Harden Step Back 2 это вот абстракционизм с такими геометрическими плавными фигурами. Сейчас это модно. Плюс довольно-таки модные цвета используются. Вот этот оранжевый, бирюзовый, вот этот темно-синий. То есть все по трендам 2020 года. На мой взгляд, выглядит уникально, обособленно от остального всего рынка, поэтому от меня за дизайн пятера. Ну и вот такие они, степбеки вторые. Что думаете? Оставляйте комментарии, пишите свое мнение, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. В этом месяце разыграем баскетбольные кроссовки, так что оставайтесь на связи. С вами был Владимир Куншин, канал JD Hoops. Пока.